Здравствуйте, дорогие зрители! Не ожидали так быстро, да? Оказывается, в отличие от учебы, на работе бывают выходные, за которые иногда таки можно что-то успеть. Сегодня не будет Лича Ильича, искажения пространства на пару с законами физики и эпичных приключений НЛО-коробок. Я решил немного разнообразить контент, просто потому что работа идет не только над ним. Мне еще есть что показать. Самоделки не простаивают на полках. Время от времени я каким-то возвращаюсь и вношу коррективы по мере желания или нахождения деталей. Да даже некоторые наборы, выходившие в рамках данного сюжета с прибором, претерпевали изменения. Как, например, луноход от Ксингбао. Теперь это персональный лунный танк Иллариона Гарибальди. Правда, правильнее бы это было бы назвать БМТВ. И да, вот эту минифигурку зовут Илларион Гарибальди. И я думаю, в качестве пилота этому транспортному средству у меня нет никого более подходящего. Итак, что же я изменил? Первое, что бросается в глаза, это вот такая танковая башня вместо этой огромной тарелки. Я использовал достаточно нестандартный для меня концепт с большим расширением к концу и лампочкой вместо стволового отверстия. Правда, вот столь подходящее к нему орудие — это достаточно старая деталь с Лубан, которую сейчас будет почти невозможно достать. Также я убрал странные загогулины. Вместо них теперь две выхлопные трубы. К счастью, загазону... Да что за прикол у меня с этим словом? Так, ладно, попробую еще раз. К счастью, о загазованности на Луне беспокоиться не приходится. Просто потому, что там никто не живет. Хотя можно попробовать загазовать там атмосферу настолько, что начнется парниковый эффект. В таком случае, может быть, кто-нибудь когда-нибудь там заживет. Однако мы сейчас немного не об этом. Я немного изменил передок. Сделал борта более обтекаемыми и углубил кабину. Заменил лобовое стекло. И нет, к сожалению, не потому, что предыдущее мне не нравилось, а потому что я его окончательно доломал. А еще добавил спереди вот такой отвал. Не знаю зачем, мне просто очень понравилось, как тут он смотрится. Сзади добавлено крепление для ручного оружия Иллариона. И вместо реактивного двигателя на предыдущей версии, видимо предназначенного, чтобы луноход мог своими силами добраться до Земли, вот такая черная накладка. За нее можно потянуть, и из него выползет вот такая платформа с инструментами на случай необходимости в полевом ремонте. По неочевидным изменениям колеса теперь не отваливаются. Да, Шира, да, применить тут другую систему действительно не получится. Угу. Более того, эти колеса еще и едва ли не свободно вращаются. Луноход можно покатать. Да, при этом перестала вращаться центральная часть. Ее можно повращать с усилием. Но я думаю, тут похоже, словно у Ксингбао чуть меньше техник отверстий, нежели оно должно быть. Так что это не недостаток конструкции. По существенным изменениям на этом все. Я, пожалуй, не буду перечислять все места, в которых просто я кубики поменял местами или заменил на немного другие по размеру или цвету. Так что приступаем к сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. Это было достаточно быстро, я хочу сказать, потому что модель обладает высокой симметрией и в ней много повторяющихся элементов. А на этом... Нет, на этом еще не все. Если вы хотите такую же самоделку себе на полку, без проблем. В описании есть ссылка. И по этой ссылке вы можете абсолютно бесплатно скачать инструкцию к немного другой версии этой модели. Просто собранной лишь из тех деталей и с теми цветами, что есть в Лего. Собственно, из отличий только цвет вот этих ящиков и орудие, которое там сборное. Ибо такой детали, понятное дело, у Лего не существует. А на этом... Вот на этом теперь все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр. Блин, ну вот ты нормально катался, уедь. Вот, пойдет.